мать Ленина. Таинственная женщина в жизни вождя. Вокруг матери Ленина всегда ходило много слухов и споров. В СССР ее образ довели до иконы. В 1990-е, наоборот, пытались разоблачать. Говорили о еврейских корнях, глубокой религиозности и даже намекали на связь с царем. На деле Мария Александровна Ульянова росла в большой, строгой, но трудолюбивой семье с пестрым происхождением. Среди ее предков были немцы, шведы и, вероятнее всего, евреи. Отец, врач Александр Бланк, рано овдовел, вывез детей в имение Кокушкина и установил почти немецкий порядок. Дисциплина, бережливость и никаких излишеств. Даже чай и кофе были под запретом. Она мечтала об обычной судьбе провинциальной учительницы. Мария блестяще сдала экзамен на право преподавания, но вместо школы выбрала семью. Готовиться к аттестации ей помогал молодой педагог Илья Николаевич Ульянов. И их взаимные уроки закончились свадьбой в 1863 году. Илья и Мария прожили вместе более 2 десятилетий. Они растили 6 детей в доме, где ценились труд, дисциплина и скромность. Мария была далека от революционной романтики, хлопотала о дворянстве для детей и надеялась на спокойную жизнь. Казалось, ее дети должны были прожить ровную, правильную жизнь провинциальных интеллигентов. Но все разрушилось в конце 1880-х. Сначала внезапно умер муж. Затем старшего сына Александра повесили за участие в заговоре против царя. Позже умерла дочь Ольга, а Владимир оказался под арестом за революционную деятельность. Мария Александровна пережила одну трагедию за другой. Стойко помогала детям, поддерживала Ленина деньгами в эмиграции, но вряд ли радовалась его выбору. Скорее, смирилась. Она мечтала о спокойной судьбе для семьи, но ее сын стал лидером революции. Мария Ульянова умерла в 1916 году, так и не узнав, что ее тихий, усердный Володя станет вождем революции, а ее саму превратят из обычной женщины в легендарный образ матери вождя. Но за этим официальным образом стояла живая женщина, которая просто хотела для детей тихого, честного, нормального будущего.